Итак, здорово, интернет. Меня зовут Влад. Сегодня я отправляюсь в свой первый дальняк. Несколько лет назад с другом мечтали о том, что в один день купим байки, сможем отправиться в совместное мотопутешествие. Наконец-то этот день настал. Прошло буквально всего-то 6 или 7 лет. Мы смогли приобрести свои мопеды. Ну и плюс нашей совместной мотопокатушке мешало то, что мы оба часто бываем за границей по работе. Собственно, это нам мешало встретиться раньше, ну и отправиться в свою поездку. Планы на сегодня достаточно масштабные, поскольку я живу в Риге, а мой товарищ в Ливанах. Мы договорились, что я буду выдвигаться в сторону Ливанов, а он будет продвигаться в сторону Риги. Встретимся буквально на середине пути на бензоколоночке, и там дальше обсудим наши планы, куда будем выдвигаться. Но предварительно думаем отправиться в город Даугавпилс, посетить еще несколько небольших поселений поблизости и далее выдвинуться в Литву для того, чтобы отведать прекрасных литовских цепелинчиков. Ну а далее выбрать маршрут домой по наиболее извилистым дорогам, насладиться природой, видами, поворотиками. Ну вот, собственно, это и есть план на сегодняшний день. Составляя маршрут, мы поняли, что чисто сама поездка, именно дорога, займет часов 8. Это, конечно, многовато для первого раза. Поэтому сейчас наш маршрут немного сократим. Может быть, исключим какие-то города или поселки. Общая картина именно такая. Я являюсь второсезонником. Это мой первый байк. Купил его в прошлом году новеньким. Honda CB650R. Ну, перед тем, как покупать, посмотрел кучу обзоров. Конечно, некоторые из них были не очень лестные. Но если коротко, мотом доволен. Учась в наших мотошколах, я попробовал поездить на 3 самых популярных среднекубатурников у нас в стране. Это Yamaha MT-07, Kawasaki Z650R. И этот мотоцикл мне попался на экзамене. То есть в мотошколе мне не довелось на нем прокатиться. Но придя на экзамен, я, конечно, был немножко перепуган, что мне достался незнакомый мне байк. Вот, думал, что экзамен я провалю, но каково было мое удивление, что экзамен я все-таки же с первого раза сдал. И после этого у меня достаточно приятные воспоминания отложились об этом мотоцикле. Хотя был я максимально сосредоточен именно на сдате экзамена. То есть я не обращал внимания особо на какие-то его плюсы или минусы относительно других мотоциклов. Пока что абсолютно даже и не планирую его менять или покупать что-то более мощное. Не вижу в этом никакого смысла. Этот мотоцикл полностью соответствует моему, можно сказать, характеру, моему стилю вождения. Поэтому, когда вы слышите в интернете, что какой-то мотоцикл плох или хорош, я все же думаю, что каждый мотоцикл создан для конкретного человека. И у каждого мотоцикла все-таки есть минусы и плюсы. Не может быть идеальной техники. И, конечно, подробнее об этом мы поговорим уже в следующих видео по поводу выбора мотоцикла. Сегодня все же сосредоточимся на нашей поездке. Ну и что это за прикол был? Притормозить перед лицом. Да, вот такие кадры бывают. Сейчас мы находимся в приятном и моем горячо любимом городе Огра.
Я сам с этих мест. Безумно нравится этот маленький уютный городок, очень зеленый. На самом деле я мог проехать-то и по федеральной трассе, но все-таки решил посетить и этот городок, проехать через него. Очень мне тут нравится. Красиво, зелено. Вот это, кстати, местная библиотека. Это музыкальная школа. Очень атмосферно. Так. Ну а с моим товарищем Витюшей мы познакомились достаточно давно. Работали вместе. Вот, ну, периодически поддерживали контакты. Просто так совпадает, ну, так получается, что мы работаем в разных компаниях, но занимаемся одним и тем же делом. Вот, и не всегда удавалось увидеться дома. Ну и еще плюс расстояние все же между нами не маленькое, километров 200. Вот, ну и да, будучи опять же на работе, списались. И так получается, что как раз сейчас мы оба оказались дома. Ну и вот решились на эту поездку. Не, приятное ощущение, конечно. Когда ждешь такого момента, можно сказать, большую часть своей жизни, наконец-то он наступает. Я все-таки о мотоцикле задумался, когда мне уже было 12. Я понимал, что, конечно, я слишком мелкий, чтобы на чем-то кататься. Да и я понимал, что и возможностей даже не будет, даже когда стукнет 18. Вот, я к этому вопросу, конечно, отнес очень ответственно. Я не хотел никакую там некромантию там покупать и ездить в шлепанцах. Я решил все сделать по уму. Ну, конечно, на первом месте это была семья. Ну, как и у всех, наверное. Чтобы завестись семьей, жильем, ну и потом уже свои хобби. Вот, ну и спустя каких-то там 20 лет, да, после того, как задумался покупать мотоциклет, я его, короче, приобрел. Ну да, получается, что мечтать об этом деле я начал в 12. Ну а приобрел я его, получается, в 32 года. Конечно, хочу снять шляпу перед всеми мотоблогерами, кто умудряется ехать и еще о чем-то рассказывать. И я скажу, это капец как сложно. Щеки сдавлены шлемом, плюс на дороге происходят всякие там ситуации. Сосредоточиться, конечно, на вождении тоже очень непросто. Да и мысль свою не потерять. Ну, а идея о видеороликах мне, конечно, возникла абсолютно спонтанно. Смотрел наших латвийских блогеров, таких как Мотохантера, там, Пилота, ну и российских некоторых мотоблогеров. И думаю, ну, блин, а почему бы самому не сделать себе такой видеодневник? Вот, я скажу так, что я не собираюсь на этом ютубе ничего там зарабатывать. Чисто делаю это в свое собственное, для собственного удовольствия. Это мое хобби новое. Вот, потом вам расскажу, что, как я там устанавливал на камере, какие там сеттинги, что за камера, как я там микрофон подключал. Есть чем с вами поделиться, может быть, кому-то из опытных мотоблогеров что-то подскажу. Просто мой сетап получился достаточно миниатюрным. И мне на самом деле очень комфортно ехать вот со всей этой байдой, что у меня находится на подбородке. Хочу еще сказать от наших водителей, кто бы там что ни говорил, что у нас, может быть, культура вождения там упала. Ну, не знаю. Есть, конечно, ну, неприятные персонажи, но в целом я хочу сказать, что у нас очень адекватные водители. Я вот езжу на мотоцикле достаточно недавно. Вот. Конечно, есть те, кто постоянно вот именно намереваются с мотоциклами посоревноваться. Видел это со стороны, сам был в таких ситуациях, я не знаю, что они думают, что я что, блин, какой-то Volvo 70 там, не знаю, меня объедет, я не знаю, зачем они это делают. Вот, но что говорить о остальных водителях, все достаточно очень, достаточно относятся с пониманием к мотоциклистам, то есть нас пропускают и, ну, не делают никаких подлян. Я вот езжу, я постоянно на трассе вот сталкиваюсь с тем, что меня водилы пропускают. То есть, ну, реально не говнят, нет такого, что, блин,
специально там зажимает или там дорогу блочит. Даже у нас дальнобойщики и те, ну, видят перед собой, что там трасса свободна. У меня там поворотником показывает, мол, давай, родной, обгоняй. Ну и все, никаких проблем. Вот я, конечно, лошара. Поехал, блин, забыл заправиться. Ой, надеюсь, не обсохну. Благо, этот городок следующий недалеко. Я надеюсь. Но будет реально охрененный конфуз. Обсохнуть. Бля, как я так? Главное, накануне надо мод подготовить, там, Влад, ну, чтобы ничего не забыть. Да, вроде ничего не забыл, заправиться забыл. Ё-моё, как так-то, а? Да, ну вот они, начинаются небольшие приключения. Вот сейчас еду, блядь, на очке. Ладно, думаю, дотяну. Что, поздравляйте меня, дотянул. Тут уже должна быть бензоколоночка. Ой, ё-моё, да, немножко, да, переволновался я. Ну ничего. Так, надо заправиться сейчас тут. Заправимся и поедем через нашу Кегумскую ГЭС. Ля-ля. Четко. Все. О, какой мотоциклет. Ну что, поехал и дальше. Так, ну и вот наша Кегумская ГЭС. Ну, это электростанция, да? И на том берегу должны быть обалденные дороги с обалденными поворотами. Я давно это от ребят слышал. Правда, сам по той дороге ездил всего один раз в жизни, и то я толком не помню, какая там она была. Там стрессовая ситуация была. Вот. Сегодня, надеюсь, наконец-то наслажусь прекрасными видами, дорогами, поворотами. Сейчас дождемся зеленого света и поедем. Тут все-таки одностороннее движение там. Покупка мотоцикла, на самом деле, у меня была достаточно спонтанна, хотя я мечтал об этом, я сдал на права, 2 года уже там владел правами, но мотоцикл так себе и не покупал. Ну, понятное дело, у всех там своя семейная там ситуация. Вот. Казалось, все потом, были какие-то другие приоритеты. Ну и да, я думал, блин, пора бы, наверное, машину обновить. Вот, у меня BMW 53-го кузова. Вот как раз таки думал, может быть, себе E70 купить. Ну, поехал, посмотрел. Ну да, машина неплохая, но что-то не то, не мое. Вот, я как-то привык уже к этой, не знаю, что ли, дубовости своего старого икса, ну, относительно этого автомобиля. Вот, и мне как-то он казался слишком каким-то мягким, каким-то таким, блин, не знаю, женственным, что ли. Вот. Ну, все равно как-то вот уже нашел конкретный мотик. Решился на покупку. Фу ты, мотик. Ну и, короче, нашел я экземпляр. Ну, все, уже договорились, вроде как все, буду покупать. Мужик там должен был... Господи, какой вид. Мужик там должен был, короче, сделать пару доработок. Вот, ну и... Сижу я дома вечерком, ну и думаю, ну вот куплю я эту себе машину, да, обновлю фантик. Ну а буду ли я от этого счастливее? Нет, не буду, подумал я. Просто обновлю фантик, заплачу денег, а по факту-то ничего не изменится. Но опять же, машина бы стояла бы большую часть времени на парковке, потому что я постоянно мотаюсь по заграницам. Вот. Ну и как бы жалко было на это деньги тратить. Ну а жена говорит, ну а тогда что тебе надо, чтобы ты был счастливым? Я говорю, я хочу мотоцикл наконец-то купить. Ну и моя родная меня поддержала, за что я безумно ей благодарен. Вот, буквально за пару дней проехал там по салонам,
Ну и все, с выбором я определился, заказал этот байк. Я думал, это будет такой скучно серый, типа, ну, пастельный, что ли, как он там называется. А по факту приехала вот эта красотуля. Я был неимоверно рад, что я случайным образом выбрал цвет именно 23-го года, ну, который шел именно в 23-м году. Ну, в принципе, видите, как все сложилось удачно. Ну, посмотрите на эту красоту. Ё-моё, Швейцария, а? А, класс. Так, ну вот мы и прибыли в место назначения. Какая красота, Сузуки! Ладно, что тогда сейчас? Подготовка, обсуждаем маршрут и погнали. Да, аглоны. Решили сделать. Аглуны. Да, это на латгальском аглуны. В общем, сделали небольшой привал вот на такой симпатичной бензоколонке. В таком живописном месте. Зелень. Вот, наслаждаемся своим обедом. Ну и далее выдвинемся в Зарасай. Там планируем наконец-то поесть четких цепелинчиков. Вот, ну а после погуляем по смотровой. Посмотрим этот прекрасный городок. Ну и дальше уже выдвинемся в сторону Латвии, поедем на город Екапилс, ну и на том месте уже расстанемся, каждый поедет в свою сторону. Витя в Ливаны, а я в Ригу. Мои планы маленько поменялись. Решили заехать в местный храм. Это католический. Каждый год сюда отправляются паломники. Вот такая красота. Ну вот мы с Витьком решили дойти неподалеку от храма. Здесь находится родник. Чистейшая вода, прохладненькая. Вот всем советую. Итак, посмотрите, в таком святом месте какая-то грешница обронила свои труселя. Ну или что это? Купальник. Вот храм, и тут такая срамота. Фу! После посещения прекрасного места мы с Витей решили еще съездить на чертово озеро. Говорит, что необыкновенно мистическое место. Ехать от Аглунского монастыря до этого озера примерно 10 километров. Поскольку мы близко находимся, почему бы не съездить?
Погнали. Все, теперь мы договорились, что без остановок едем до Зарасай. Пообедаем, пообщаемся и тогда уже будем держать дорогу на обратный путь. Какой здесь неописуемо приятный запах. Тут свежая скошенная трава. Просто воздух свежачайший. Сказка. Дорога просто прелесть. Повороты, дорога, асфальт. Обалдеть. Вот даже если честно, нестись неохота. Хочется просто насладиться этими видами, этим воздухом. Волшебное место. Потому что когда ты летишь, реально, ты упускаешь все детали. То есть ты сосредоточен только вот на этой скорости, и, не знаю, ты видишь перед собой эту точку и все. А когда ты едешь все же на нейкеде, вот, с нормальной скоростью, можно реально насладиться природой. Приехали в город Даугавпилс. Вот сейчас мы его, конечно, проедем насквозь. Но что-то мне не нравится вот эта вот тучка впереди. А именно туда нам и надо. Блин, как-то не очень хочется попасть под дождь. Кстати, вот посмотрите, какие трамваи делают в этом городе. Ну, будем надеяться, что непогода нас обойдет стороной. Думали уже, может быть, прекратить наше дальнейшее продвижение в Зарасай, но надеемся, что погода нас порадует. Честно говоря, никогда не катался через Даугавпилс. Интересный город. Я бы даже сказал бы красивый. Дороги здесь достаточно хорошие. О, тюрьма. Да, пару раз проезжал Даугавпилс, можно сказать, по окраине. Но так, чтобы задерживаться, здесь ни разу не задерживался. На самом деле, может быть, и стоило бы хоть раз спокойно прогуляться по этому городу. Я думаю, тут есть на что посмотреть. Так, за сегодняшний день я уже в третий раз буду через Даугаву перебираться. В России эта река называется Красная Двина. Мне кажется, или мы едем в какое-то логово ада просто. Вы посмотрите, что творится спереди. Что-то нас как-то Литва не очень радушно встречает. Нам осталось тут буквально проехать, сколько, не знаю, 17 километров. И вот такой сюрприз нас ожидает впереди. Блин, лишь бы дождь не пошел, потому что мы так близки к цели. И было бы обидно разворачиваться или оказаться под дождем. И опять же, посмотрите, какие виды, как красиво. Ну и все, дамы и господа. По-моему, мы попали под дождь. Я прям чувствую на своем теле уже, на своих перчатках маленькие капельки воды. Блин. Да, досадно, но как есть. Мы прибыли к латвийско-литовской границе. Победа! Добрались мы до наших бралюкасов. Литувос Республика. Ой-ой-ой, какая прекрасная дорога, бля. А это и есть то место? А я-то думал, реально там еще, не знаю, километров 10 ехать. Прям на границе. Да, мы это сделали. Блин, что не сделаешь ради цепелинов. Я очень надеюсь, что они будут очень вкусные. Потому что я буду себя чувствовать полным дураков проехать 300 километров, поесть цепелинов, которые мне не понравятся. Ну что, Витенька, давай, приятного аппетита. Сейчас захаваем это чудное блюдо. Да-да, 300 километров проехать, чтобы цепелины поесть. Ну давай, первый кусок за тобой. Давай. Вкусно, да? Ну все, буду сейчас тоже пробовать. Ну что, поели мы цепелинов. Ну что сказать вам, господа. Я, конечно, большего ожидал.
Не скажу, что это плохая еда, но это явно не мое. Так что поеду, пожалуй, к Блинчику, да, к мистеру Блинчику поедем. Будем там очищаться блинами. Все, поедем сейчас, короче, на местную смотру. Там посмотрим, что там, что почем. И будем выдвигаться уже домой. Зарасай. Итак, мы прибыли на местную смотровую. Пойдем полюбуемся видами, перекурим и домой. Какие виды? Итак, у нас идут последние приготовления к поездке домой. Сейчас у нас уже без 10:06. Ну и дома, я думаю, буду примерно где-то к 9. Все. Пора в путь дорогу. Включаем навигацию. Все, можно выдвигаться. Дорогой. Короче, ремонт. 12 километров. 12 километров? Ну, пробуем. Нет, вы вот знаете поговорку: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Вот, блин, реально, вот этот вот риск не стоит того, чтобы, блядь, на ебня тут поймать. Ну вот и все, добрался я до парковки. К сожалению, забыл выключить камеру, ну и посадил батарейку, и поэтому не удалось заснять путь домой. Как видите, хомяковоз в полном порядке. Красавец. Так, ну и давайте запечатлим, сколько я проехал сегодня. Потом дома сверю. Там уже посчитаю точно, сколько сегодня проехал. Ну, точно не меньше 500. И хочу сказать, что даже очень вполне комфортно. Конечно, тяжеловато было для первого раза такое расстояние проехать, но я доволен, я доволен. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.